Всем добрый день, это компания Vinteo, меня зовут Руслан. Очень часто у многих наших заказчиков возникает проблема с реализацией сценария конференции, при котором нужно позвонить в другую конференцию на другом сервере и таким образом объединить две конференции. Скажем, две разных организации, общаясь на разных серверах, могут подключиться друг к другу своими конференциями и вместе обсудить какой-то вопрос. Как же это сделать и какие варианты сценария конференции при этом осуществимы, а какие нет? Для этого рассмотрим два сервера. Первый у нас будет 201. Здесь собирается организация Vector в конференции под номером 11001. Второй 176. Здесь совещается организация Parus в конференции 1701. Разные сервера, разные конференции. И здесь в процессе совещания Вектора возникает ситуация. Начальник говорит: а давайте сейчас заслушаем начальника транспортного цеха организации Parus. Но он в другой конференции, на другом сервере, и вообще это другая организация. Так как же быть? Если в конференцию не требуется пин-код и позвонить вам нужно единовременно, а не делать это постоянно, то нажимаем «Быстрый набор», вводим номер конференции, собаку и адрес сервера. После чего мы появимся во второй конференции на втором сервере. Но как быть, если в конференции существует пин-код? Для того, чтобы осуществить такой сценарий, нам нужно на сервере, куда нужно подключить другую конференцию, в данном случае это сервер 201 организации Vector, завести абонента, добавить его в конференцию как участника и в свойствах абонента прописать пин-код. Этим абонентом будет как раз конференция 1701 на сервере 176 организации Parus. Заводим абонента. Выбираем тип H323. Номер абонента должен совпадать с номером конференции. Вписываем имя. Генерируем пароль, либо подставляем свой. Можно сразу добавить абонента в конференцию, либо сделать это позже. В расширенных настройках нужно прописать IP-адрес нашего второго сервера, 176. А также нужно установить режим DTMF, тот, который поддерживает удаленный сервер. Как правило, практически все поддерживают режим InBand, так что начинать нужно с него. После того, как вы создали абонента и добавили его в конференцию, в параметрах абонента нужно заполнить поле «Воспроизвести DTMF». Это нужно в случае, если для подключения к закрытой удаленной конференции нужно ввести пин-код. Для этого ставим несколько английских букв P. 5-6 будет достаточно. Далее ставим пин-код нашей конференции. Найти его можно в настройках второй конференции. Вот здесь. И в конце не забываем поставить решетку. Буквы P в начале обозначают паузу, равную 1 секунде каждая. То есть несколько секунд нужно дать серверам на согласование кодеков. Для этого мы ставим несколько букв P в начале. После этого просто вызываем из нашей конференции этого абонента. Как мы видим, в нашу основную конференцию Вектора пришла конференция Паруса. Поскольку в настройках второго сервера стоит авто, то мы видим, что в первую конференцию приходит вся раскладка второй конференции. Но если ваш сценарий не предполагает такого, то можно в настройках раскладки второй конференции установить значение, например, единица. И тогда в первую конференцию из второй будет приходить только тот участник, который сейчас является лектором во второй конференции. Как мы знаем, лектора можно установить вручную, либо же он будет меняться автоматически. Об этом более подробно мы рассказывали в одном из наших прошлых видео.
Благодаря гибкой настройке раскладок можно реализовать практически любой сценарий конференции. Важный момент: для того, чтобы у вас не дублировались watermark, в настройках абонента на сервере нужно зайти в параметры и вместо watermark поставить знак минус.